год 2023. Сейчас хочу вам сказать в общих чертах все, что будет в нашем мире происходить в 2023 году, а если уж от сотворения мира посчитать, у нас будет следующий год 7531. Определенный год приходит, принося с собой войны, значит, в плане духовном возрождается. Это плюс. Люди сплочаются, люди начинают больше внимания уделять патриотическому воспитанию детей, люди начинают больше понимать, насколько важна роль армии и государства в их жизни. Это плюс. Если экономические какие-то трудности приходят в жизнь людей, значит, другой существует плюс. Люди начинают становиться более пробивные, более знающие, как создать свое дело, как сделать так, чтобы на малые деньги выжить, суметь. А потом, когда экономический кризис уходит, то многие, кто смог выжить и пережить, вспомните 90-е, уже в более-менее спокойные такие обеспеченные годы может создать свой бизнес и подняться, потому что поняли, как правильно распоряжаться своим капиталом, даже малым. 3 января он входит в этот год, но с 28-го он уже начинает свое покровительство. И зовут его Люцифер. Дарование талантов. Но Люцифер, он мятежник. Он любит людей, которые живут не как все. Он любит людей, которые не подчиняются общей системе. Они сами по себе идут. Итак, с 28 по 3 января он входит в свое царство. Начинается его время, начинается год покровительства Люцифера. Он приходит покровительствовать раз в 3600 лет, запомните. Это уникальные годы, как правило, и запоминаются в истории. Запоминаются потому, что в эти годы одни народы спускаются вниз по лестнице судьбы, другие возвышаются. Это начало возвышения тех народов, которые за себя борются. Справедливо это или нет, но если они за себя борются, они будут возвышены. Не делают вид, что борются, а реально борются. Начнем. Финансы. Очень большие возможности и не бедный год. Год богатый. Богатый для стран, которые экономически выстояли, устойчивые страны. И богатый для обычного человека, который за себя борется. Вот все ваши начинания в году 2023 увенчаются успехом. Это год такого определенного старта. В этом году у многих начнется бизнес. В этом году многие, которые разорились из-за этих лет, всяких там ограничений и прочее, начнут подниматься. Это начало открытия финансовых потоков. Вам, опять говорю, в году 2023 стоит попросить финансовую устойчивость, стоит что-либо делать, как-нибудь для этого шевелиться, и у вас сразу же это начнет получаться. Это очень хороший год в финансовом плане. Год исправления ошибок. И в семье, и в государстве, и в политике год исправления ошибок. Где-то жесткое исправление, где-то помягче это пройдет, но это год исправления ошибок, пересматривания своих тактик, исправления, и придут на смену новые чиновники, новые руководители. Очень агрессивно будет государство настроено против чиновничьего аппарата. Агрессивно. У государства появится возможность провести чистки, причем много где. Начало темных коридоров, лунных и солнечных затмений, где-то слишком заметные, где-то так среднезаметные, и взрывы
взрывы на солнце. Это приведет к усилению психических болезней, это приведет к усилению боли внутренних то есть органов, внутричерепного давления. Гипертоникам очень опасно в этом году. Вы должны быть очень осторожны. И особое путешествие в первой половине года не предпринимайте, потому что большая вероятность смертей людей в дороге. В этом году временами будет активизироваться АРС и будет приводить к победе уже начавшие войны. То есть войны, которые уже начались, и они на месте топчутся, они будут находить окончательное решение. Год вторжения в разные страны. С Турцией у арабского мира начнется очень серьезный конфликт. Очень. И Турция притаится на некоторое время, потому что будут серьезные угрозы шиитского мира, и не только. Арабский мир станет на дыбы, станет против Турции, и будут взаимные обвинения. У Турции с Израилем опять в этом году испортятся отношения, и очень значительно. Обстрел Израиля, обстрел сектора Газа. Значит, усилится между ними конфликт. В России время создания новых компаний, новых бирж. 2023 год сулит нам спокойный год. У нас, как я и говорила, постепенно упадут цены на иномарки на долгое время, собственно, они упали, и поднимутся цены на отечественные машины. 2023 год очень богат на катастрофы. Авиакатастрофы, автокатастрофы, катастрофы поездов, кораблей, катастрофы. Вы очень много услышите об этих катастрофах. Зима у нас такая, она, в принципе, снежная будет зима, но это хорошо. Это говорит о том, что следующий год у нас будет урожайный. Касаемо коров и свиней, начнут, в общем, крутить новую аферу. Якобы они заболели какой-то болезнью, нужно отвезти их там на какую-то проверку. Мой вам совет, вот как только слух пойдет об этом, что они должны их везти, ну, что вам сказать, пустите их на мясо. Эта афера раскроется. В 2023 году раскроется очень много фактов. Вообще это год разоблачений. Политики расскажут, особенно западные политики, о своих планах, которые не осуществились и провалились. Они расскажут о коллективных своих, значит, сговорах против России, против Китая, против других стран, которые не согласны с их политикой. Год землетрясений. Землетрясение ждите даже там, где его быть не могло. Гнев земли начинается, оползни, землетрясения, наводнения, цунами. Океанские волны будут подниматься, и в основном морские державы пострадают. Даже Англия пострадает от наводнения, что, собственно говоря, не такое уж частое явление, не такое уж для Англии. Она расположена более высоко от уровня моря, но даже Англия это испытает. В Питере может быть наводнение небольшое, но ожидается некое наводнение такое. Но хочу вам сказать, что примерно вот в начале года 2023 начинается возрождение России, возрождение новой Византии. Очень часто будут произносить слово «Русь». Будут исторические слеты организовывать. Войдут в моду костюмы с русскими вот вышивками. Кстати, не только в России, но и во многих других странах.
Кстати говоря, какой цвет будет модный в следующем году? Значит, цвет черный и алый. И еще такой пурпурный, знаете, как фиолетовый, но он больше похож на цвет заката. Вот багряница называют еще. Как цвет заката. Мешковатые платья. Такие, знаете, как похожие на туники римские и греческие, но немного стиль другой. Мешковатые платья. Серебро войдет в моду. Серебряные толстые цепи, серебряные браслеты, белое золото. И опять войдет в моду некая диадема, вот такая тонкая, на которой будут собирать волосы. Платформы войдут в моду. И туфли такие грубоватые, с тупыми углами, квадратные такие. Дальше зебра черно-белая, черно-белая. Горошек. Опять очень модно, и у многих домов моды будут эти показы. Вот эти беретки. Береты, да, вот как краповые береты, собственно говоря, ну, такие красные береты, красные, черные береты, беретки вот эти будут в моде. Перчатки красные. Мех будут красить в красный цвет. Вот этот цвет багряницы. Главный девиз года 2023 – это «Иди, борись и побеждай». Запомните, если вам что-либо перепадет без борьбы, без усилий, это обманчивая удача. Это вам ничего хорошего не даст. Это год раскрытия талантов в себе. Вам будут приходить безумные идеи, безумные мысли. Воплощайте их в жизнь, они все получатся. Восстание против аморальных устоев. Во всем мире начнутся восстания против аморальных устоев. То есть против устоев, устроенных иллюминатами. Вот выходит на арену бурый медведь Михалыч и, собственно, вот это все разносит по сторонам и заканчивает это все. Миссия России в этом мире время от времени уничтожить вот ту самую программу, которая призвана для уничтожения всего святого на земле. Разоблачение политиков, об этом уже было сказано. Разоблачение политиков, которые ушли уже из власти, которые у власти, открытие новых фактов против них. Это в основном политики Запада, политики постсоветского пространства, то есть СНГ. В Африке начнутся революции, свержение режимов. Это вообще годы революции, хотите знать, и годы свержения режимов. Вот они обойдут Россию, они обойдут Казахстан. То год 2023, год справедливого воина Люцифера, который не любит подлость во время боя, во время сражения. Очень плохой для военных преступников. В этом году их вычислили, многие погибли. В году 2023 их будут вычислять еще больше. Более того, их будут ловить, сажать в разных странах мира. И начало для них очень страшных трагедий в семьях. У них начнут гибнуть дети. Восстановление отношений с некоторыми странами, восстановление почтовых переводов, восстановление некоторых денежных переводов в этом году, возвращение в Россию некоторых фирм на условиях российского рынка. Хочу вам сказать, что может быть столкновение с метеоритом, но не в том понимании, в котором все боятся в ужасе. Есть определенное столкновение с метеоритом.
но небольших масштабов, небольших размеров. Начнутся аномалии. Начнутся именно, как я и сказала, цунами, начнутся ряд землетрясений, потому что земная кора пострадает очень сильно. И начнется новый этап нашей планеты. Перемены климатические очень большие. Аномальная жара в европейской части будет летом. Таяние льдов ожидается. И будет очень большая нехватка питьевой воды. Прям нехватка пресной воды даст о себе знать. И не только в африканских странах, но и в Южной Америке, и в Канаде, и в некоторых странах нашей, то есть бывшего постсоветского пространства СНГ. В России начнется возрождение селений, деревни, потому что многие начнут открывать там фермы. Вот, наверное, такой наплыв немцев был во время Петра Великого и начнется сейчас. Мы получим снова немецкую слободу, немецких фермеров в Россию. Здесь будет очень, очень большая масса миграции, переселения народов сюда. Вот еще через несколько сотен лет будут указывать вот эти годы, когда огромное количество населения из Европы перекочевало, эмигрировало сюда. Англичане, немцы, баварцы, австрияки, кто у нас там, прусаки, сейчас уже их нет, Пруссии, но, по крайней мере, немцы по происхождению, в основном немцы. И русские немцы, которые уехали туда, будут стремиться обратно, и другие их сограждане, соплеменники. Они приедут сюда, и вы, жители селений, даже самых глухих селений России, с удивлением и с умилением, с улыбкой будут слушать, то есть слышать немецкую речь и открытие немецких торговых домов и, как там еще, фермерских хозяйств. Учтите, село в России будут поднимать немцы, и это начнется в 2023 году. И будут показывать по телевизору, что вот, смотрите, приехали немецкие фермеры, решили здесь, купили там, или взяли в аренду землю и будут обрабатывать. И всячески им будут помогать, кстати, будут поощрять это знаете. Гражданские столкновения в США, опять убийство негра, опять столкновение с полицией, прям сжигание домов, убийство полицейского, значит, застрелена будет женщина полицейская, столкновение у этих черных кварталов, разбитые машины, полицейские участки, вооруженные столкновения и очень много беспорядков. Значительно повышается безработица в США. Латинская Америка, пользуясь этим случаем, попросит Россию открыть свои филиалы, свои банки в Никарагуа, в Венесуэле, в Бразилии и Аргентина. Дальше наши корабли опять дойдут до Венесуэлы, до Никарагуа, до Латинской Америки. Там будут стоять. Ядерных взрывов не ждите, хотя Запад очень сильно провоцирует, и психически больные политики Запада очень хотят, чтобы это было, но не ждите. Ждите новые территории, присоединенные к России. Ждите очень сильного натиска, нового военного руководства и новых наступлений. Самые, наверное, устойчиво стоящие на ногах Россия и Китай. У Японии начнутся обвал биржи, обвал ценных бумаг, цепная реакция, значит, банкротства банков. Очень, очень много банкротств банков. И в Японии начнется экономический такой упадок относительно других лет. У них нехороший год. Насчет интернета, да.
перепадки и сбой интернета во многих западных странах, поскольку интернет они покупают, ну, то есть спутники обеспечивают интернет у крупных держав, в основном ядерных держав. И кто-то, ну, как с этими Северным потоком, да, кто-то специально может навредить этому кабелю, который идет, если кто не знает, под океанами и морями идет интернет-кабели, которые нам обеспечивают. Ну, у нас-то нам не нужно, у нас есть свои спутники, и они обеспечивают Россию, но Россия продает интернет другим странам. Оазис спокойствия и, наверное, хранитель моральных устоев Россия, без преувеличения, потому что здесь запретили всю ту грязь, которая в других странах считается нормой. Здесь официально на уровне государственном это запрещено. Таджикистан опять будут обострения, новые жертвы. И в Киргизии все же начнется бунт, начнется что-то типа революции. Местные власти абсолютно безразличны к мольбам своих граждан, и просто вот начнется нечто такое мракобесие. Страшное дело. Вот казахстанский сценарий может ожидаться там. Значит, криминальные разборки и заказные убийства депутатов, известных сенаторов во всех странах. И раскрытие очень многих схем хищения из бюджета. Значит, много будут осуждены, посажены в тюрьмы во всех странах, собственно говоря, военная элита. И еще раз повторяюсь, марионетки и шестерки Запада для них очень плохой год, потому что их будут просто отстранять за ненадобностью. Меняется хозяин мира, и эти слишком много знают, слишком ненужные, невыгодные, неудобные, да и не оправдали они надежд. Их будут просто утилизировать. Это знайте. Так. Взрыв некой электростанции, которая атомная, но есть одно но. Очень может быть, что именно до атомных отсеков это не доберется. И, собственно говоря, или будет не такого масштаба, но то, что будет взрыв электростанции одной, очень важной, это факт. И заражение этой территории тоже факт. К большому сожалению, это ожидается. Это ожидается. Это ожидается недалеко от России, но именно вот не в России. Может, официально входит в Россию, но пока еще не прям вот, не наши еще полностью. Да, и последнее влияние звезд на планеты. Определенные звезды, во-первых, созвездие Венеры очень сильно будет влиять. Это рождаемость, но рождаемость большей части девочек. Это хорошо. Это говорит о том, что лет 18, 19, 20 таких страшно крупных войн не будет. Хотя будут войны. Начнут входить в моду старинные имена. Осип, Матрона, Просковья. Уже часто будете слышать. Постепенно эти постоянно повторяющиеся имена будут уходить в историю. Далее, самое интересное, будут имена, придуманные родителями. Ну, не знаю, как там. Алабина, Астерина.